Приветствую всех на своем канале. Сегодня 21 сентября 2022 года, и можно сказать, что это не знаменательная, но как минимум историческая дата, когда в России объявлена частичная мобилизация. Сейчас, конечно, у многих куча вопросов, непонятностей, потому что элементарно я вот захожу на сайт, где размещен указ президента о мобилизации. Здесь говорится о том, что вот пункт 2, просто осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации вооруженных сил Российской Федерации. То есть звучит так, как будто всех, кто по здоровью годен, можно там, так скажем, частично мобилизовать в каком-то количестве определенном, да, которое будет определено там Министерством обороны. При этом, если мы будем смотреть какие-то другие источники, будет видно, что на словах объясняется так, что указ, он есть указ, но по факту мобилизации частичные будут подвержены только граждане, которые уже имеют какой-то военный опыт, ну, грубо говоря, те, кто прошли военную службу. То есть вот эта общая паника сейчас, которая создалась, она, ну, сложно сейчас оценить, насколько она целесообразна, потому что покажет время, как это вообще все будет работать, как все будет осуществляться само по себе. Но следует, в принципе, к этому прислушаться, и вероятнее всего, что так-то оно и будет. Что при частичной именно мобилизации призыву будут подлежать именно граждане, которые уже имеют какой-то определенный военный опыт, которые сейчас будут полезны вооруженным силам Российской Федерации, а не все подряд. Более того, сейчас особенно актуален вопрос по поводу призывников, да, вот срочников, которые сейчас подлежат призыву, им необходимо прийти в военкомат. И, безусловно, многие родители и сами призывники на этот счет переживают. Ну, в принципе, не безосновательная ситуация, это, в принципе, такая впервые. Я лично на своем опыте не помню, что когда-либо такое в моей жизни случалось вообще, да, такие события. Поэтому понятна общая паника. Но следует учесть, что если мы говорим и прислушаемся к словам о том, что это касается именно тех, кто уже прошел военную службу и находится в запасе, то это в любом случае не должно касаться тех, кто сейчас пришел в военкомат, проходит военную комиссию, чтобы ему определили категорию годности. Потому что есть люди, которые там, да, это делали для того, чтобы там, дальше учиться в университете, либо каких-то других мероприятий, да, которые в их жизни связаны там с этим. Поэтому те, кто просто идет срочники, так скажем, в военкомат для того, чтобы им присвоили категорию годности, им не нужно сейчас там в панике бояться, что они 100% будут направлены непосредственно к месту каких-то там, да, боевых действий. Навряд ли. То есть, скорее всего, мы будем говорить именно о лицах, которые, вот, еще раз, имеют военный опыт, отслужили в армии, и вот касаемо таких людей военкоматы уже сейчас и будут принимать меры в виде направления повесток, чтобы они явились в военкомат и, соответственно, уже будут решать и определять, куда можно будет направить этих людей, какие там войска, с какой целью и, собственно, с каким функционалом в дальнейшем. То есть, грубо говоря, если подвести итог, если вы не находитесь в запасе, если вы не проходили военную службу, не имеете военного опыта, то частичная мобилизация, которая объявлена сегодня, вас не коснется. Грубо говоря, это звучит именно так. То есть из самого указа этого не следует, это следует уже из официальных там комментариев, непосредственно там, в официальных источниках, там, газетах, которые об этом говорят, которые, грубо говоря, комментируют то, что говорит Кремль. Ситуация как бы сегодня такая, в любом случае будем наблюдать, будем смотреть, как это все будет разворачиваться, какой будет общий итог, вообще как будут мероприятия эти проходить, потому что
сказать, что есть какой-то опыт в таких именно мероприятиях, там, вот, например, да, вот, там, военкоматов, там, либо вот, там, непосредственно там, каких-то юристов, специалистов на сегодняшний день нет. То есть такого еще не было, поэтому для всех это что-то новое. Вот. Но еще раз скажу, лишнее, в принципе, какую-то именно поднимать панику, что всех заберут, но это преждевременно, и это нецелесообразно. Как минимум сейчас нужны люди, которые действительно имеют определенный опыт, знания, умения, вот, а брать кого-то прямо сейчас и без опыта отправлять на амбразуру, ну, это нецелесообразно. Вот. В любом случае, будем следить за информацией, если что-то будет новое поступать в этой связи, там, от каких-то там, может быть, моих призывников, да, которые у меня есть, там, срочники, я буду сообщать, но пока информация такая, довольно-таки скромная, и здесь пока большего сказать нельзя. Будем смотреть, наблюдать. Вот, на сегодня это все. Следим за ситуацией. Всем пока.